Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня расклад на мужчину, на вас. Ну, такой, нужна ли я ему или нет, чего мне от него ждать. Ну, вот такой вот вопрос, вот такой вот расклад. Я читала в комментариях, что многие хотят вот именно вот такое узнать, да? Такие вопросы у вас есть. Нужна ли я? Что мне ждать? Давайте посмотрим. Обычные вопросы. Будем рассматривать ситуацию, будем рассматривать мужчину. Так что про него, да, подумайте и проговорите его имя. Нужна ли я, вот его имя и что от него его имя ждать. И пусть карты расскажут. Пусть карты расскажут. Давайте сигнификацию сделаем по поводу мужчины. Ну, чтобы вы понимали, да, это для вас, допустим, расклад. Да, если совсем не тот мужчина здесь будет, ну, значит, в другой раз будет вам расклад. А здесь не так. Карты выпали восьмерка пентаклей и маг перевернутые. Я двойные карты взяла. Прямая и перевернутая. Восьмерка пентаклей. И маг, такой, который ну, я многое могу, кстати, сказать здесь про этого мужчину. Ну, вот как бы для вас, если видно, вот такие вот. Смотрите, мужчина, он очень хотел быть главным в этой жизни. Очень хотел. Он такой интересный, такой вот, так себя ощущал, вот это его ощущение. И в какой-то момент, это до вас, это когда он еще был юным человеком, подростком, юным мальчишкой, там, парнем, да, у него что-то в жизни, кто-то ему закрыл дорожку куда-то, он либо куда-то уехать хотел, либо с какой-то девочкой дружил. Но ему кто-то настолько сильно перекрыл дорогу, сейчас, настолько сильно перекрыл дорогу, что он усомнился в себе, и у него появились какие-то комплексы по поводу мужественности своей. Шестерка пентаклей, да, как будто бы он себя раздал туда, куда не надо, но и ему дали что-то не то. Шестерка пентаклей — это карта весов. Весы сместились. Карты весов. То, что даю, беру, то, что беру, даю. Такая. Но тут как сместилось. Дороги будущего ему перепортили. Дороги будущего перепортили. А вы знаете, что с вами ситуация повторилась? Когда он с вами познакомился, эта ситуация повторилась. То, что я здесь увидела, это было далеко. Может быть, даже вы об этом не знаете. Он никогда, может, не говорил. А может быть, даже кто-то из вас знает, что он рассказывал: да, у меня вот то-то, то-то было. Ну, там либо его мама, бабушка, может быть, вообще другая женщина. Но женщина, именно женщина вмешалась. Может быть, другая. Может, женщина той девочки. Может быть, на работе какая-то женщина, да, если это по работе было, вот, или его обучение, когда он после школы куда-то поступить хотел. Вот что-то важное в его жизни, на его, не по судьбе, может быть, или по судьбе, ну не знаю, по судьбе вы ему попались в жизни. Вот здесь так. По его пониманиям, когда его мужественность, психика, не знаю, строится, вырастает, да, понимание жизни, людей, и ему ее поломали. Вот это вот принимание, не знаю, как еще. Так, еще раз извиняюсь за свой хрип, иногда бывает. Это я не болею, это у меня вот вечно что-то. Может,
воздух влажный стал очень сильно. Вот. Это его принятие жизни, да, оно поломано было. Он жил, радовался, рос, и вдруг что-то поломалось с какой-то женщиной. Что-то она ему так говорила, а может даже и магия, что-то так говорила, что он вроде не понял этого, но вот психика внутренняя поломалась, и он стал зажатый, он стал не таким легким, каким-то таким легким, да, он стал понимать, что я лучше все это в себе буду держать, и придет момент, отомщу. Вот такое в нем еще было. Ну, как-то... И, знаете, он как будто бы действительно поверил, что он незначимый человек в этой жизни. Незначимый. Возможно, у него не то образование, которое он хотел, может быть, вообще нет. Воспоминания прошлого, его просто вот это его какой-то вот отчетный момент будущего. Вот это я сейчас увидела. А вот вы, когда пришли в его жизнь, и он в вашу, да, вы начали менять стереотипы этого всей энергии, которая вокруг него, и всего его понимания. Вы не случайно в его жизни попались. Вот именно вы попались. Почему-то так говорю, да. Ну, как-то соединила вас то ли судьба, то ли еще что-то. Но вы должны были встретиться. Вы должны были встретиться. Но вот то, что у него до вас случалось, его разрушило. Он вам делал больно, да? Всего лишь 3 карты, но я вижу это. Дополню. Звезда перевернутая. Он разрушал ваши мечты, он разрушал ваше понимание, он разрушал ваши надежды. Вы что-то хотели сделать вот так? Нет. Я сказал нет. Вот делай так, и все. Вы до него жили. Радовались этой жизни, верили в себя. А с ним как будто бы он реально свои комплексы, свои проблемные зоны решил перевесить на вас. Нет, не так говорит он, да? Говорил или говорит. Я не знаю, вы вместе или не вместе. Ну, в принципе, расклад и так, скорее всего. Ну, тут отшельник. Если вы вместе, вы как будто бы в одиночестве вечном, потому что у него свое, у вас свое, потому что когда вы вместе встречаетесь, вроде все хорошо, а потом через какое-то время опять что-то плохо становится, и вы опять как в одиночестве остаетесь. Либо, да, вы расстались, потому что все-таки отшельник и так может срабатывать. И вместе в одиночестве, но и, может быть, да, уже и расстались. И не вместе. И вот нужна ли я ему, да, вот такой вопрос. Знаете, вы нужны ему. Но сейчас будем разбирать, как и что, на что посмотреть, да, чего ждать от него и вообще от судьбы. Ну, он по вот этой звезде он как разбил. Он как будто бы все эти года, что был с вами, ну, может быть, вы смотрите всего лишь месяцы вместе, да, может быть, как я сказала, года, он как будто бы действительно не исправлялся, не старался бы вот как действительно понять вас и принять, а старался вас переделать. Вот где подвох его проблем через него к вам. И это все навешано всего лишь какой-то ситуацией из прошлого. А еще кто-то ему говорил про что у вас есть какой-то недостаток, понятно сейчас. Колесница.
Что вы гулять можете, ну, гулящая, извините за слова, кто-то ему говорил. Это колесница перевернутая, это как опущенные плечи, разрушенная жизнь, ну, что-то типа этого. И как жизнь зашла в тупик после того, как ему кто-то про вас это сказал. Либо гулящая, либо та, которая любит, ну, в компании. Может быть, гулящая, извините за слова еще раз, да, которая изменяет, ну, типа такого. Либо кто-то ему сказал, что вы вот именно гулять любите вот где-то в путешествиях в этих, да, где там выпить, посидеть, может быть вот это. Вот такое еще по колеснице перевернутой, можно сказать. Ему кто-то сказал, он начал почему-то это брать в такой вот в жесткие рамки, и поэтому в каких-то моментах, да, он мог вами манипулировать и стараться контролировать ваши действия. Это не ваше, и он не должен был этого делать. Он по судьбе, опять же скажу, человек, который не должен этого делать, потому что вы встретились для счастья обоюдного. Да, семерка пентаклей, вы ждали этой встречи, может, не зная даже друг друга, но вы хотели счастья с этим человеком. Это не перевернутая, это карта ожидания и полной корзины того, что ты хочешь. И что может принести дальше, да, как собираешь, кушаешь там или продаешь, получаешь. Это твое будущее, это развитие, это счастье. И когда вы встретились, вы верили, что все будет хорошо, и он тоже. Но вы-то остались вот такой, какая есть. Он вас такую полюбил. Он вас полюбил. У него как башню сорвала, темная башня такая, как свет в конце туннеля, можно так сказать. Для него вот вы были. Как свет, у него башня такая темная, да, и вдруг вот такой бух. Ага, какая интересная. Серьезно, у него такие мысли были. Вот сейчас, если бы кино так промотать назад, да, и посмотреть, как он думал о вас, вот что-то такое. Но вы остались вот этим светом в конце туннеля по-любому. А он начал как будто вас давить, что дышать аж тяжело в каких-то ситуациях стало. Вот это его ошибка. И она передалась через кого-то ему, и он ее не выкинул, а должен был. Да, еще и солнце, смотрите, вроде бы солнце уже... Ему тяжело, да, перевернутое солнце, но оно все равно пробивается, все равно судьба давала шансы. И, возможно, даже если эта карта выходит, до сих пор дает шансы себя изменить, а потом получить свое счастье. Потому что счастье у него в кармане. Ну, образно говоря, конечно, ну вы поняли, да? Вот так вот. Вы нужны ему. Нужны. Реально нужны. Возможно, вы чувствуете, что нужен и он вам, но кое-кто, да, из вас скажет, нет, он мне больше не нужен. Вот, он мне больше не нужен, кто-то из вас скажет, потому что у каждого своя цепочка событий, общий фон здесь, а цепочечка у каждого своя. Вот. Кому-то из вас, да, нужен, кому-то все-таки уже все. Хочу что-то новенькое, нормальное, да, скажете, может, и с ним, и без него, но только новенькое, нормальное. А он здесь, какая первая? Вот первая карта вышла. Если вам видно, она в темноте, правда, здесь он как у разбитого корыта. И вот то, что он делал, то, что ему судьба дала, это стабилизацию, стабильность. Вот эти пентакли, они улетают в окно, как дымок. Как дымок такой. Он до сих пор разрушает что-то. Он до сих пор, кстати, ругает вас, что вот если бы она вот меня ценила, она бы вот получила то солнце в жизни. Это ты, дорогой мой, вот по всем этим картам мужчина не ценишь. Вам давала судьба, действительно давала. Так ему хочется сказать, это серьезно сейчас через все, что я тут увидела. А вы тоже это знаете. Но он очень хочет. Нужны вы ему, да. Реально ему нужны.
Вот он какой паш жезлов. Так, чуть не уронила камеру. Надеюсь, не смазано. Но не перевернутый. Вот такой паш, это паш этих жезлов. Огонек такой мальчик, да? Мальчик-огонек. Дом хочет. Дом счастья. Он хороший хозяин по дому, но его что-то поломало. А вот вы, реально судьба вас вместе свела, что вы могли его и легко могли его вот восстановить в этой жизни. Это он отцепился. Наоборот, должен был за вас держаться, чтобы в этой жизни расти, процветать. И действительно быть потом уверенным, что он мужчина в этой жизни. Смотрите, какой у меня дом, да, сколько у меня любимых людей. А он не смог. Он не смог, он ошибся. Ну давайте посмотрим, что от него ждать. Будет ли он меняться, может уже поменялся. И в конце, как всегда, если вы хотите быть с ним, что карты говорить будут, да, и если вы не хотите быть с ним, может быть, и такое есть, вы решили посмотреть. Тоже посмотрим карты, что вам карты скажут, да, если вы не хотите быть с ним. Итак, мужчина. Что девушке, женщине, да, от тебя ждать? Так, 3 карты. О, это 13-й аркан с такими глазами светящимися. Это смерть перевернутая. Перевернутая. 8, то есть 7 жезлов тоже перевернутая, но 7 это послепобедие, которые он пропустил, он не победил, он очень неуверенно себя чувствует в этой жизни. Он очень хочет перемен, но он может даже сейчас сказать: да идите вы от меня, как мне все надоело. Вот так может сказать сейчас этот мужчина. Могу сказать, что опять же, но это как всегда, не для всех, но он может очень много пить в последние дни. Вот как на расклад пришла его энергия. Последние дни он может очень много пить. Он как будто бы весь как в луже какой-то, как под дождем, как промок. Ему холодно. Подвешенное состояние, перевернутое, да? Голова болит. Это да, есть такое. Именно реально голова побаливает. Хорошо. Так, вот этими картами. Что от тебя ждать? Опять башня. В этих картах башня была. Какой огонек? В его жизни он дом с вами хочет. Вот чтобы вы были вместе дома. Работа. Что-то такое вот как... Кто бы что ни говорил, он хочет вернуть свое счастье. Да, да, есть такое. Да, еще и туз кубков выходит. Знаете, мне не нравится здесь энергетика. Что от него ждать? Он будет. Почему мне не нравится энергетика? Потому что он не поменялся. Он такой же, как и был. Первая встреча с ним приведет вас в интерес такой, вот как вы зажгетесь огоньком, как этой, вот как у башни наверху, да, как у башни наверху. Вы зажгетесь огоньком, но в сочетании всех этих вот информаций, да, с этих карт, он такой же, как и был. Единственное,
Он будет стараться меняться. Здесь по перевернутой 13-му, да, картой смерти, да, он будет стараться меняться. Он будет. Он будет стараться сделать вам приятное. Он прислушается, что же вам наконец-то вот прислушается, нравится. Может, он вам цветы даже забывал дарить или что-то еще. Вот он прислушается к себе, к вам, и он что-то притащит, что-то подарит. Будет такое. Он будет стараться, он будет вспылил, и через время, да, он будет стараться попросить у вас прощения, а не хлопать дверью, чтобы вы за ним бегали. Потому что это раньше было в его голове, в его подсознании и в его желаниях. Потому что это так правильно. Я же прав везде. А сейчас он будет меняться. Кое-что останется такое, как есть. Кое-что будет меняться. Если вы реально любите его, то он будет стараться для вас. Но если вы будете слишком сильно придираться, вы будете часто ругаться. И в себе тоже кое-что надо будет заново переделать. Но это больше как ваше понимание сработает, потому что по-любому вы останетесь такой, какая вы есть тоже. И как по судьбе изначально вы правы. Вы реально в этой ситуации правильный человек. Но он будет меняться. Он хочет любви. И у вас может быть полная чаша благополучной семейной жизни. Да. Но эту башню вам придется перестраивать. Вам придется перестраивать. Он будет работать над своими ошибками. Что от него ждать? Подарка ждите. Разговора интересного. Но маленького, короткого. Он не хочет длинного. Потому что если будет длинный разговор слово за слово, вы опять можете поругаться, и он это понимает. Он может опять куда-то уйти. Вот если вам это интересно, то по картам так. От него идет такой посыл. Что в будущем от него ждать? Солнышко, вы будете довольны, что вы с ним. Потому что если вы его любите, вы действительно в конце концов получите вот эти отношения, в которых вам будет очень хорошо. Реально. Вот тут король мечей. Правда, он останется почти что таким, как есть, но он, чтобы вас не обижать, будет стараться. И знаете, что еще? Раз король мечей именно вышел, то он в трудную минуту, он вас не оставит. Как бы он там что-то не хамил, извините за слово, да, может и хамить. Может, если он чуть-чуть другой человек, значит, в другом что-то будет не так делать, как вам хотелось бы. Но он всегда будет у вас на защите. Если у вас что-то будет болеть, он будет рядом. Если будет что-то там по документам, по каким-то вопросам, он будет у кого-то, через кого-то узнавать лично для вас, даже если вы будете на расстоянии. Но если вы будете вместе, то вместе будете решать вопрос, который даже он захочет вести. Не чтобы вы, а чтобы он это сделал, и вам тоже вот сделать хорошо. Да, это в его желаниях 100% будет. Вот как-то по картам здесь так. Карта ожидания. Ждите переломный момент, он будет маленьким, но интересным. И по чуть-чуть вы будете восстанавливать свои отношения, открывая закрытости между друг другом. Открывая закрытости между собой. Ждите его появления, ждите его подарка, ждите его каких-то интересных моментов от него. Слов каких-то, может быть, не таких, как раньше даже, и вам понравится что-то необычное. Он вас куда-то хочет повезти, свозить. Такое тоже есть. Что вы давно просили, он, может быть, вспомнил и будет делать. Стараться, во всяком случае. Да, вот такое вот. Когда его ждать в вашу жизнь? Рыцарь жезлов, он уже этого хочет.
Он уже этого хочет. Маг. Какой тут маг? Ой, колесо фортуны. И третья карта. Десятка мечей. Третья карта. И еще и вот с магом. Тут идет крест. Маг, десятка мечей, рыцарь жезлов и фортуна. У вас перестраивается судьба. У вас перестраивается судьба. Что-то может быть магическое. Кстати, если там в юности или когда вот то, что здесь описывали карты и вообще, да, его как бы вот кусочек из судьбы, может быть и магию кто-то на него когда-то кинул. Может быть. Чтобы у него деньги из рук выходили, чтобы он вообще жизни не видел нормальной, чтобы он там спился или что-то еще. Могли. Но это вот магия. Теперь этот человек будет или уже получил, или будет получать вот эту десятку мечей. Обраточка идет, восстанавливается. Крест восстановления идет. В вашу жизнь, да, он хочет прийти со своей фортуной, вот именно фортуну получить вместе с вами. То, что вот вы должны быть вместе, и вы будете вместе. А все, что было, либо он действительно откидывает уже, наконец-то вот вырастает, да, из мальчишки такого, который со своими комплексами, либо магия уходит. Вот так. Хорошо карты сказали. Ну, давайте посмотрим. Если вы не хотите быть с ним, что от него ждать и что ждать вообще от судьбы. Да? Давайте немножечко так. Во-первых, вы реально нужны. Даже если вы не хотите быть с ним, вы действительно ему нужны. Вот. Ну, здесь немножко вот. Четверка мечей. Это идет, давайте так, да? Да, вот так положу. Отсюда. Четверка мечей, это идет выздоровление после тройки, после разбитого сердца. Императрица, это ваше выздоровление. Паж Пентаклей, новые встречи, новое знакомство, интересный разговор какой-то вот на днях будет. И тройка чаш, праздник, ждите праздник. Для себя праздник, в свою жизнь. Кто-то принесет вам интересные события и новости. Будет очень хороший разговор. Вы выходите из состояния закрытости, из состояния какой-то ненужности. Если вы так чувствуете, вы очень нужны. Ну, либо наоборот, да, слишком нужны, а чисто просто пользуются. Нет, здесь вы наоборот уже начинаете радоваться этой жизни и выходите в свое. С маленького в большое. Сердечко заживает. Это значит, что встречу ждите с интересным человеком. Угу. Вот так. Паж Пентакли, интересный, возможный, перспективный человек. Ну, как-то так. Если на ближайшее время посмотреть, да, вот эти 4 карты, опять же, крест. Здесь вы празднуете выздоровление, улучшение финансов, какого-то финансового пути, выход из каких-то проблемных ситуаций, ну это прекрасно. А дальше уже вот дорожка на интересные события. Видите, тут ангел, вот, да, ангел за вас оступился. Тройка — это разрушение, это разбитое сердце, а четверка — это уже шрамы есть, но уже поднимаемся, идем дальше. Королева жезлов на дне колоды думает. Ох, как думает он о вас, действительно. Еще и такой страстный. Где у него? У него потеряна страсть. У него, наверное, нету больше такой вот ощущений, вот желания. Вот только с вами оно было. И очень-очень-очень хочет его восстановить. Дайте-ка я здесь еще немножко. Что вам карта еще чуть-чуть скажет, если на будущее, да? Вот для всех на будущее. Не раздавай себя налево-направо, потому что реальность тебя иногда соки пьют и не оставляет возможности. Ну так, вкладываю. Мужчина. Дорога, мужчина. Дорога, колесница, мужчина. И хорошая все-таки стабилизация в вашу жизнь идет. Двойственная дорога. У кого-то новый мужчина, у кого-то все-таки вот этот, что на раскладе, но по-любому вы счастливый человек. Вы
действительно настолько сильно себя отдаете, да, что судьба сама уже будет вас останавливать, где не надо, и давать вам вот как шансы, большие шансы на улучшение. Хорошие, действительно хорошие улучшения идут в вашу жизнь. Вот так. Вот так вот. Дай бог, пусть будет так, да? Ну, а мужчины, вот, подвешенная ситуация все-таки идет. И там подвешенный выходил, и здесь тоже какие-то его дела. Ну, вот, ждите его проявления, если все-таки он решится и скоро проявится, у вас будет очень неплохой разговор. Действительно, как на новый путь пойдете. Угу. Как на новый путь пойдете. Все, на сегодня все. Вот такой мужчина пришел, рассказал. И перспективы будущего, как бы колесницы идут. Ничего не стоит на месте. С нуля может что-то начаться, что-то мудрое, умное придет. Здесь как, с одной стороны, как отдается, да, что ты отдавал как долг от людей, от самой судьбы, как бы сама судьба вмешивается и как заполняет такое вот разрушенное, да. Вот. Ну и либо подсказочка: не отдавай настолько сильно себя, имей возможность держать уровень. Ну такое. Все, на сегодня точно все. Оставайтесь со мной, остаемся вместе, хотела сказать, но оставайтесь со мной. До следующего видео немножечко еще осталось, потому что у меня есть зацепочка на изменения. Вот энергию прям призову на изменения в вашей жизни. И будем смотреть, да, что откроют карты, какие истории судьбы, может быть, откроют, чтобы вы уже увидели, да, ваше это не ваше, и что реально. И на будущее, ну, обязательно, как всегда, и по любви, и по другим вас интересующим вопросам. На Ютубе, вот кто сейчас со мной, вы это видите, вы точно не потеряете свою силу, вы ее только приобретете с моими раскладами, раз вы тем более до конца досмотрели, да. Вот, очень сильный поток для вас идет. Восстановление 100%. Только на Ютубе, только на Ютубе. Эта энергия есть. Там, где ворованные видео, там ворованная энергия. От вас может украсться. Я под ключ закрываю. Все сказала. Счастье вам огромадное. Пусть любовь к вам возвращается самым лучшим образом. И увидимся, услышимся. На связи.